Привет, друзья! Я продолжаю трудиться над благоустройством домика из камыша. Плету циновки из осоки и наблюдаю за погодой и птицами. Теперь уже стало окончательно ясно, что зима этого сезона аномально теплая. Старожилы не помнят настолько теплой зимы. Почти весь январь была температура от -5 до +10. Теплые январские дни были приятными, но при этом вносили тревогу в душу. Зимой так не должно же быть. Однако я верила, что холод еще придет, и решила, когда пойдет снег, я обязательно приду в избушку и наслажусь снежной красотой и уютом камышового домика. Ну а пока работы все так же много, и я увлеченно делаю домик все лучше и лучше. Этот кадр для тех, кто задавался вопросом, а как же в домик попадают тяжелые негабаритные предметы? Да вот так. Кстати, комод очень и очень легкий. Я нашла его случайно среди старых вещей. И как только увидела, сразу поняла, что он буквально создан для моего травяного домика.
Здравствуй, домик. Так, тут, как всегда, у меня строительный беспорядок. Ну, немножко поработаю, и потом наведу порядок. Вечер, ой, протиснулась. Так, ну, в общем, хочу немножко тут поплести. Не знаю, получится красиво или нет, но попытаюсь. Ну, и, конечно, растоплю печку, чтобы было уютно плести. Накормлю птиц, установлю фотоловушку. В общем-то, за дела сразу.
Уже 4-й час дня, я еще не обедала, такая голодная. Я себе вот заварила чай из листьев облепихи. Кстати, летом стараюсь собирать травы, листья деревьев, сушить все это, заготавливать. И зимой я пью травяные чаи, очень много пью травяных чаев, практически каждый день. Вот сейчас я решила перекусить, у меня чай из листьев облепихи и бутерброд из 3 видов сыра. Весь сыр, который я люблю, не соленый, не кислый. В камине нагорают угли, буду запекать скумбрию. Ну а пока такой небольшой перекус, потому что ждать скумбрии я уже не могу. Очень голодная.
Посмотрим, сколько в домике градусов. Ну, 20 градусов. Это вот как раз в спальном месте. Над спальным местом. 20, 21, почти 20. Сейчас печка, кстати, не сильно горит. Так умеренно. Как раз над спальным местом. Градусник. Фу, что-то совсем жарко. Мне кажется, там уже больше. А, да, вот сейчас я сниму температуру. Уже 23 градуса. Я думаю, что же мне так дико жарко? Да, сейчас я покажу вам эту температуру. 23 градуса. Я думаю, что мне так очень-очень жарко. Оно 23. Ну все, укладываюсь, буду спать. Придется раздеться, но это уже останется за кадром, потому что 23 градуса, а при плюс 23 мне очень жарко. И что-то мне подсказывает, станет еще жарче. Хотя я поддувала, уже практически полностью закрыла. Ну, оставила чуть-чуть, чтобы печка не потухла. Ну ладно, опять я болтаю. В общем, всем спокойной ночи и до завтра. Ну или там вдруг ночью что будет интересное, включусь, конечно, тогда. Доброе утро, друзья! Это снова произошло чудо. Я снова проснулась в снежном абсолютно царстве, в белом-белом. Настолько в белом. Даже белее, чем в прошлый раз. Вообще, я активно занимаюсь отслеживанием снега. Эта зима у нас не зимняя. А предыдущая там неделя плюс 10, плюс 9 было. И вот, наконец-то, опять зима. Всю ночь дул сильный ветер, он и сейчас дует, ветрище, и сыпал мелкий-мелкий снежок. И вот насыпал этот снежок, красотища, я уже не сплю, подсыпала дровишек в печку, поставила чайничек, лежу, слышу, как синички, семечки там остатки, видать, доедают. Ну, я еще сегодня насыплю семечек. Кстати, очень аккуратно едят, не спешат там моментально все съесть. Прилетают в течение дня и едят потихонечку. Вот. Что я хочу сказать. Среди ночи я просыпалась 2 раза и подсыпала печь. Один раз 2 бревна таких засунула в печь. И второй раз еще одно такое бревно. И вот этого хватает на всю ночь. То есть 3 бревна на всю ночь. И потом утром просыпаешься, смотришь, там много углей, еще остатки бревна, и я чисто докладываю дрова и
отлично все разгорается. То есть не надо потом разжигать заново, ничего не надо делать. Все само разгорается. И домик очень-очень теплый. Вот в таком режиме она не то, что вот эти бревна горят, они вот такие, ну, едва-едва тлеют. Я поддувала, закрываю почти полностью. И в таком режиме, конечно, печка не жарит, а просто горячая. И температура опустилась до плюс 15. Вот сейчас плюс 15, еще не поднялась. Ну, скоро разогреется. В принципе, хорошо домик. Ух ты, 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 как снег крутит. Ой, жаль, это я не могу вам показать моментально. Как сейчас ветер понес снег. Красотень. Ой, обожаю такие моменты. Вот. То есть домик теплый получился на этот раз. Предыдущая моя избушка не была настолько теплая. Там было много щелей, дырок, сквозняков, каких-то недостатков. А здесь я уже, основываясь на опыте строительства той избушки, вот, доработала в этом домике все моменты. И действительно нет сквозняков, никакого продувания сквозного. И в итоге очень-очень-очень тепло. Я счастливый человек. Ой, хорошо спалось. Вот это зима, 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 зима. Встаем, встаем, встаем. Да, спала. Потом одела вот это термобелье вверх, а низ так и не одевала. Потому что тепло, хорошо. Здорово, 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 здорово. Вода. Какая зима. Боже мой. Какая красота. Сейчас буду бегать, все снимать, всю эту красоту. Однако приличный слой снега на крыше, это как нигде видно. Хороший такой слой. Прям, кстати, домик с этой стороны прям вот мне напоминает избушку. Именно не домик, а избушку. Прям вообще. Потому как съемки это всегда беготня. Туда-сюда, туда-сюда. Фух. И пока бегала, снимала, похоже, закипает чайник. И это очень кстати, потому что я очень хочу есть. Надо умыться и кушать. Фу, как хорошо. А в домике как хорошо. Вы не представляете, как тут хорошо. Тут так тепло. Так, сапожки пойдут к печи просушиваться. Ой, отлично как, а.
И снова 22. Это при том, что я дверь раскрываю нараспашку, бывает на минуту, на 2. И потом моментально нагревается, то есть открытая дверь, и моментально только закрою дверь, тепло возвращается в домик, набирается. Очень хорошо. У меня такой совершенно шикарный завтрак. Остатки скумбрии вчерашней. Тут квашеная капуста, маринованный помидорчик. Совершенно дичайший царский сверх-бутерброд с сыром. Просто сыра больше, чем хлеба. Орехи разных видов. Мандаринка, чай. Ну, я буду сейчас наслаждаться. Всем приятного аппетита. Я буду просто балдеть, смотреть опять на зиму, на красоту. Кстати, так жарко, наверное, даже придется дверь приоткрыть. Наслаждаться зимой, красотой и вкусной едой. Что еще надо, ребята? Как вкусно. А теперь бутерброд. Сегодня буду с вами разговаривать не с обычного места, с кровати, а хочу вот сидеть здесь на лавочке, смотреть в окно и с вами разговаривать. Наелась так, что орешки, мандаринку оставила на потом. Невозможно столько съесть. Бутерброд с сыром королевский сделал свое дело. Мне кажется, его одного хватило бы, чтобы полностью не то что наесться, а объесться. О чем я сегодня хочу поговорить, кстати. Опять тему задали вы, зрители. Дело в том, что последние 3 серии о зеленой хижине очень неплохо зашли. У них много просмотров, и там один из самых основных комментариев, это неожиданный для меня абсолютно комментарий, кстати, самый популярный комментарий, номер 1, можно сказать: сделай дверь. И вариации: что там, нет двери, срочно надо сделать дверь, сделай дверь, как же без двери страшно, нужно срочно дверь. Ну и там вариации, кто как. В целом звучит так: сделай дверь. По этому моменту я хочу немножко так объяснить, насколько по-разному мы воспринимаем мир. То есть я, допустим, и люди, которые написали вот эту фразу «сделай дверь». Да, дверь я, конечно, со временем сделаю, она в планах. Но дело в том, что я с ней абсолютно не спешила. Если честно, меня эта дверь не волнует никак, вернее, ее отсутствие. Я знала, что если будет холодно, я вместо двери повешу тент. И я очень люблю вообще, на самом деле, строение без дверей. Ну, по крайней мере, на летнее время, на теплое. Почему я так люблю? Потому что обзор. Мне очень нравится лежать на своей там лежанке, там сидеть и смотреть вот этот дверной проем, созерцать природу. Поэтому я никогда не спешу быстрее делать дверь. Мне нравятся вот эти обзорные огромные окна. Видите, здесь что я сделала? Обзорное окно, обзорная дверь. А там, в зеленой хижине, я не смогу сделать такие окна, такие двери. Много материалов нужно туда нести. Вот что мне всегда интересно, насколько по-разному мы воспринимаем одну и ту же информацию. Для меня жилище без двери в диких условиях — это вообще норма, это прекрасно. Я часто ночую под тентом просто, вот открытый тент, открытый промежуток, у меня вот, можно сказать, ноги торчат на улицу, так сказать, и там рядом ходят какие-то животные. Я так несколько раз ночевала, там енотовидная собака, лиса ходит, там я слышу их рычание, возню и так далее. И меня это совершенно не смущает. Я знаю, что они ко мне не подойдут. Животное, если оно не больное, не чумное, не какое-то там бракованное, оно не подойдет. Оно будет вокруг ходить. Да, есть исключения. Например, избалованные еноты, избалованные людским вниманием и едой, да, они могут не просто подойти, а буквально залезть тебе на шею, да.
Но если нет таких рядом животных, другие животные не подойдут. Еще самые опасные и любопытные животные, это, конечно, медведи. Тоже вот от них не знаешь, чего ожидать. И они могут действительно полюбопытствовать, а что это там вот такое в этом странном жилище, или в этой палатке, или под этим тентом. Но я не хожу по местам, где есть медведи. Кстати, это второй по популярности комментарий, типа, а если медведь придет, что будешь делать там, а как же медведи, а как же медведи? Ну, нет медведей в тех местах, где я хожу. Конечно, я теоретически собираюсь в местах, где есть медведи. Ну, там я опять же не буду спать под тентом, там уже будут другие правила поведения. Но там, где я хожу, я знаю, как себя вести. Я знаю, что тут нет медведей, нет волков. Ну, волки могут быть, но опять же, скорее такие мигрирующие, проходящие мимо, то есть не на постоянной основе там живущие. И вот людям, я думаю, которые пишут именно этот комментарий, сделай быстрее дверь, им страшно, что я там без двери, им кажется, что если я сделаю дверь, а сделаю я ее обязательно хлипкой, там не сделаешь какую-то такую дверь дубовых бревен, какую-то такую, что закрыл и все как в крепости. Да и глупо какую-то мощную дверь делать, когда у тебя вот такое окно из гибкого стекла, которое можно пробить вообще без проблем. То есть это иллюзия у людей, что дверь спасет, защитит от чего-то. На самом деле это действительно иллюзия. Хлипкая дверь ни от чего не защитит. Не защитит эта хибара с таким окном от каких-то действительно настоящих опасностей. Если какие настоящие опасности? Ну, самая настоящая опасность это вдруг прям вот мега такой случай, такой вариант, что забредет какой-то человек, и он плохой будет. Именно вот к моему жилищу, и вот именно когда я там, и вот он прям вот захочет мне плохое сделать. Ну, для него будет не проблема прорваться ко мне в жилище, хоть с дверью, хоть без двери. И здесь, как видите, у меня нету засова на двери. А смысл его делать, если тут, ну, это гибкое стекло, это не пленка, но ее также можно прорезать. Кстати, прорвать я сомневаюсь, что рукой можно прям прорвать, но прорезать, я думаю, вообще без проблем. То есть я, конечно же, волнуюсь о своей безопасности, конечно же, но дверь не является гарантией безопасности. Тем более в этих условиях. Та дверь, что в зеленой хижине, это все равно, что как ты спишь в палатке. То же самое к тебе может прорваться там медведь, человек, кто хочет. Волки, кстати, не лезут к таким объектам человеческим, вообще обходят стороной, ну максимум могут, так сказать, у порожка посидеть, подождать, когда еда к ним выйдет. Вот, внутрь никогда не полезут, прорваться там никогда не будут. Потому что для них это очень таинственный объект. И еще что я хочу сказать. Я строила еще одну хижину, и у меня там не просто была дверь проем дверной без двери, там было 2 проема без двери. И я наслаждалась, я там лежала и смотрела в эти проемы, смотрела на лес. И потом подошло стадо кабанов. В 2 метрах, в метре, они у дверного проема, они ходили. Но никто из этих кабанов не лез ко мне в жилище. Хотя перед этим я приготовила еду, я поела, то есть там запах, конечно, мой, запах еды, запах человека, костра, всего. И вот кабаны, они вот буквально вот как камера стоит от меня. Даже, может, ближе какие-то подходили. Вот они ходили, вот этот дверной проем без двери. И никто не лез ко мне. Никто не пытался даже каких-то там телодвижений сделать в мою сторону, внутрь зайти. У животных они воспринимают жилище, видать, как-то по-другому. Для них это объект, который им не интересен, и внутрь они в него не лезут. Я говорю, исключение, конечно, это еноты и медведь. Вот. Все остальные, лисы там, они не лезут внутрь. Опять же, может быть, полезут внутрь, если прям дверь нараспашку, еда пахучая стоит, человека 100 лет нет, то есть животное чувствует себя вольготно. Может быть, конечно, какая-то куница там залезть, лиса попробовать. Опять же, вряд ли кабан или там косуля там или еще кто-то. Я вот настолько искренне наслаждаюсь всей этой ситуацией, вот этим домиком. Я просто... Вы не представляете, насколько это счастье, конечно, для многих это счастье очень-очень странное и непонятно. Что это за счастье сидеть в какой-то вот этой хибаре и наслаждаться? Чем тут можно наслаждаться? А я наслаждаюсь всем. Вот созерцаю свою эту постройку, все эти детали, вот этот новый умывальничек, чайничек, столик, подушечку с котиками, коврички, фонарики.
вид за окном, там ветер холодный, там мороз сегодня. Правда, я не знаю, какой мороз. У меня один термометр, но я его не хочу на улицу выносить. Надо будет купить и поставить два, чтобы был один на улице, а один в помещении. И вот там зима, наконец-то зима, она пришла. Вот сегодня какое-то февраля, начало февраля, не знаю, какое число именно, за числами не наблюдаю особо. На улице ветер, снег. Ух! А мне хорошо, мне тепло, я сытая, я довольная. Я в своем домике, который построила собственными руками. Вот тут главное, вот ключевой момент, это то, что построено собственными руками. Да, мне нравится посещать избы, домики, построенные кем-то, там, охотниками, рыболовами и так далее. Но ничто не сравнится с пребыванием в домике, который я построила сама. Тут какая-то нотка гордости, нотка какого-то продумывания далее. Это другие нотки. Вот. Когда ты в чьем-то домике, там, конечно, ты просто как гость, просто, да, оцениваешь в какой-то степени жилье, благодаришь за то, что тебе это жилье предоставлено для пользования. Вот. Но вот этих хитрых ноток там нет. Ну и вернемся к двери. То есть для меня это всегда открытие, на самом деле, вот этот момент, что я подаю материал со своей, так сказать, колокольни, со своим видением вопроса. И часто я даже не предполагаю, какую реакцию этот материал может вызвать у вас. Вообще не предполагаю. И потом так удивляюсь. И когда посыпались на меня, как из рога изобилия, вот эти комментарии: сделай дверь, а как же без двери? Это же страшно, сделай дверь. Я такая, хоба, а людей вот это волнует, оказывается, отсутствие двери. А меня-то это не волновало никак, вообще никак меня это не волновало. Мне было и так хорошо, мне и в голову не приходило, что нужно в первую очередь делать дверь. Я думала совершенно о других моментах, которые мне как раз-таки были более важными и актуальными. Да, ребята, вот вообще вот это... Как бы автор, да не автор, любой человек, как бы не пытался донести информацию до другого человека, именно ту информацию, которую он бы хотел, вот именно с этого угла зрения, как он хочет, а не донесешь. Каждый воспримет эту информацию по-своему. Всегда, всегда. Ты даже подробно по пунктам расскажешь, как ты видишь этот момент, но тебя поймут все равно по-другому. Это вот... такая хитрость человеческого мира. Все мы на мир этот смотрим по-разному. Вот даже рядом будет со мной человек, и вот он уже эту комнату будет немножко по-другому увидеть. Он сядет здесь, будет еще по-другому. И так далее, и так далее. И к этому уже добавляется не то, что угол его расположения, да, вот территориально, а все, его предыдущий опыт, настроение, погода, там все в комплексе. И потом на выходе вот наше решение, наше мнение, наши какие-то там действия. Ну вот так вот. Такая болтология на сегодня. Ой, а сколько босиков? В тепло. Хорошо. Бодрячок. Восторг полный.
Да, фотоловушку полностью засыпала снегом, конечно, кадров там никаких нет. Ну, сейчас пойду очищу, может, все-таки этой ночью будут. И насыплю нового корма. Это я нагулялась, наснималась, за синичками понаблюдала, поснимала. Солнце светит, ветерок, морозец. Шикарно. Ну и накувыркалась в снегу. Прям супер. Ну а теперь нужно, конечно, пить чайка, вторую порцию, с орешками, с мандаринкой. Так сказать, еще себе счастье устроить. Ой, классно. Такой бодрячок. Вот этот ветер. Ух. Домой пока вообще не хочется. Наверное, здесь еще побуду. Вот съем макадамию, орешки. Кстати, открыла для себя орешки макадамия. Очень вкусные орешки. В общем-то, это орех. В тропиках, там, в субтропиках растет. Ну, он как конфета практически. Такой сладкий, вкусный. Аромат сладкого ореха. Вот все-таки природа, непревзойденный творец, такое создает.
На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Таким был этот выпуск. До новых встреч, друзья. До новых встреч. В домике 26 градусов, это при том, что я закрыла полностью поддувало. А я думаю, че так жарко? Это на улице ветер, мороз. Ну, мороз, правда, наверное, не сильный, но все же. Привет, тот, который меня снимает. Привет, 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 привет. Это для тех, кто спрашивает, кто тебя снимает, когда ты одна. Кто тебя снимает, когда ты одна. Вот так и снимаем. А гирлянда от пауэрбанка питается. Сейчас отключаем, пауэрбанк выключаем. Где он там? Опа. Так. А фонарики от аккумуляторов. Как видите, никаких проводов, а то все время говорят, откуда у тебя электричество. А да откуда? Ниоткуда, тут нет электричества. Фонарики.